Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот кролика по имени Зайка. Такая игрушка в длину получается 18 сантиметров, в высоту 16 сантиметров. Верхние лапки, нижние лапки и хвостик пришивные, ушки ввязываются по ходу вязания, голова вывязывается сразу на туловище, морковь вяжется отдельно и привязывается ленточкой к игрушке. Более подробно о данной игрушке я рассказываю в видеообзоре. Там я еще предлагаю вариант, как можно обыграть вот эти вот штанишки и что можно будет связать вместо моркови. Ссылочку на видеообзор я оставлю в описании под этим видео. Для вязания такого кролика нам понадобится плюшевая пряжа. У меня это от Гималая Dolphin Baby. В одном мотке 100 грамм, 120 метров. На этот раз я буду вязать полностью белого цвета кролика. Это под номером 80301. Нам понадобится чуть больше половины мотка. Первого кролика я вязала из двух цветов. Светлый под номером 80342, темно-коричневый под номером 80343. Далее нам понадобится плюшевая пряжа для вязания моркови. На этот раз у меня будет такая более светлых тонов, более такая яркая. Оранжевый цвет под номером 80316 нам понадобится совсем чуть-чуть. И салатового цвета тоже понадобится немножечко, чтобы связать листочки. Это у меня под номером 80350. Морковь для первого зайки я вязала из более темных тонов. И сейчас я вам скажу. Красно-оранжевый цвет это под номером 80312 и темно-зеленый под номером 80331. Нам понадобится неплюшевая пряжа, небольшие кусочки черного цвета для вышивания бровей и полосочки под носиком, белого цвета для вышивания белков на глазках. Нам понадобятся крючки. У меня основной крючок под номером 5, крючок-помощничек меньшего размера, у меня это под номером 2, ножницы, маркеры для отметки новых рядов. Я использую неплюшевую пряжу, вот такую вот, мне с ней удобнее работать. Далее нам понадобится швейная игла и прочная швейная нить, чтобы делать утяжечку на мордочке. Нам понадобятся глазки черного цвета на безопасном креплении, размер 12 миллиметров. И тоже черненький носик, хотя можно использовать и розовенький носик, тоже на безопасном креплении, размер маленький, точного размера я не знаю. Нам понадобится лента, чтобы привязать морковь к игрушке. Нам понадобится, на этот раз я буду использовать розовый карандаш, и нам еще понадобится небольшой кусочек бумажки. Сейчас у меня под рукой нет, чтобы порисовать немножечко на бумажке, а потом приложить к внутренней стороне ушка и вот так вот немножечко затонировать. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к новичкам и гостям моего канала. Перед тем, как начать вязать, обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа». Там вы узнаете, как связать игрушку так, чтобы размеры моей игрушки и вашей совпадали. А второе – это вязальное видео «Шпаргалочка». Там вы найдете для себя много чего полезного при вязании данной игрушки и всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с нижних лапок. Я буду вязать, как я уже говорила, полностью белого кролика, но для тех, кто хочет вязать кролика в штанишках, я буду говорить, где надо будет переходить к другому цвету пряжи. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2,
6. Это мы провязали с вами первый ряд. Далее второй ряд, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Повторим так до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Следующие 3 ряда с 3 по 5 вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. По вязанию пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую вяжем столбик без накида. До конца ряда вяжем еще 5 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 7. В этом ряду мы будем вязать такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Для начала мы это провяжем по цепочке за задние стеночки. За задние стеночки петель подхватываем первую петлю за заднюю стенку и провяжем столбик без накида. Помогаем себе крючком меньшего размера. Далее подхватываем задние стеночки 2 петель, протягиваем сквозь эти стеночки рабочую нить, возвращаемся к основному крючку и провязываем убавку. И далее вяжем по основному вязанию, вяжем за обе стеночки петель столбик без накида. Далее вяжем убавку, подхватываем передние стеночки 2 петель и провязываем их вместе. Провязали убавку. И еще раз повторим комбинацию: 1 столбик без накида и 1 убавка. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Рабочую нить протягиваем и отрезаем, оставляя хвостик длиной сантиметров 7. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Обвиваем одну петлю, подтягиваем, далее подхватываем вторую петлю, подтягиваем. И так все 6 петель обвиваем и затягиваем это отверстие. Кстати, как стягивать такие отверстия, я в вязальном видео шпаргалочки тоже показываю. Итак, отверстие стянули, хвостик пряжи протягиваем на внутреннюю сторону лапки и фиксируем его узелочком и прячем вовнутрь вязания. Далее наполним лапку, стопу лапки наполнителем. Наполняем средней плотности. И продолжим наше вязание. Далее мы будем вязать верхнюю часть нижней лапки. Если будете вязать кролика в штанишках, то сейчас можно будет взять плюшевую пряжу цвет штанишек. Я же буду вязать, продолжать белой пряжей. Итак, берем плюшевую пряжу, основной крючок и вводим вот в этом районе крючок, подхватываем рабочую нить и делаем соединительную петлю. Зафиксировали нить. Далее туда же мы заводим крючок, протягиваем рабочую нить. Далее
подхватим тут петлю, протянем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы делаем для того, чтобы вот в этих местах у нас не образовались отверстия ненужные. Далее вяжем столбик без накида, это у нас второй. Вяжем третий столбик без накида. Четвертый мы вяжем также с протяжкой рабочей нити, то есть заводим крючок, протягиваем рабочую нить. Далее подхватим, здесь у нас осталась передняя стеночка петли, которая не задействована в вязании, мы ее подхватываем, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Связали четвертый столбик без накида. Далее вяжем 5 столбик без накида. И 6 вяжем точно так же с протяжкой рабочей нити. Протянули один раз рабочую нить. Далее заводим крючок, протягиваем еще раз рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Итак, в этом ряду у нас всего 6 петель. Это по счету у нас будет 8 ряд. Так, вот этот хвостик прячем вовнутрь. Ряд новый можно отметить маркером. Далее вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 10. Вяжем так в этом ряду. В начале ряда вяжем 6 прибавок подряд. Первая прибавка, вторая прибавка и 6 прибавка. Далее до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 11, и в начале этого ряда вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим всего 6 раз. Провязали, и до конца ряда нам нужно будет провязать еще 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения с 12 ряда по 14 включительно. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, маркер снимаем, нам он уже больше не понадобится. Складываем наше вязание пополам и провязываем вместе вот эти вот 2 ряда. Провяжем 11 столбиков без накида. 2, 3. Кстати, ножку, вот верхнюю часть, мы совсем не наполняем наполнителем. Провязали 10 столбиков без накида. Последний столбик провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратный. На конце у нас остались 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем крайнюю петлю беспарную, протягиваем сквозь нее рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик.
Этот хвостик прячем вовнутрь лапки. Одна нижняя лапка у нас готова, вторую вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Кролик-зайка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!